Здравствуйте, раки! Сегодняшний таро-прогноз мы делаем для вашего знака зодиака. Расклад на следующую неделю. Это неделя с 5 по 11 января. Давайте посмотрим, что же ожидает раков. Какие карты вам сегодня выпадут и что же интересного произойдет у представителей знака Рак в этот отрезок времени. Напоминаю, что вы можете подписаться на мой YouTube-канал, можете оставить лайки, сообщения, все, что захотите. Пишите, не стесняйтесь. Всегда очень и очень рада прочитать от вас комментарий. Поэтому пишите, не забудьте оставить какое-то сообщение, хотя бы небольшое, чтобы я понимала, что я не зря записала это видео и что оно вам пригодилось. Также можете поделиться этим раскладом с кем-то, кому, как вам кажется, этот расклад подходит. Итак, давайте посмотрим, раки, что же вас ожидает по дням недели, начиная с понедельника и заканчивая воскресеньем. На каждый день недели мы достанем по одной карте и посмотрим, соответственно, на этих двух колодах, какие сочетания карт у вас получатся, какие комбинации и что из этого будет следовать. Итак, понедельник. Вторник. Среда. Четверг. Пятница. Суббота. Воскресенье. Очень много старших арканов на самом деле на этой неделе, особенно в начале недели. Какие-то события, на которые вы не можете повлиять, скорее всего, происходят. Но давайте по порядку посмотрим, что здесь есть. Во-первых, есть колесо фортуны в самом начале. Какие-то события, которые невозможно поменять. Уже вот они должны произойти, вот они произойдут. И по колесу фортуны, ну чаще это все-таки какие-то хорошие события. Да? Это фортуна, это удача, это ваша вера в удачу и в успех. Возможно, вы так настроены, и вы стараетесь так оптимистично смотреть на вещи, у вас какой-то азарт присутствует, что все будет хорошо в том, что вы делаете, и какие решения принимаете. Кстати, может быть действительно важное поворотное решение, которое здесь вы принимаете, которое повлияет на дальнейшую вашу жизнь и события в вашей жизни. Итак, давайте посмотрим на колесо фортуны для раков в понедельник. Почему здесь эта карта с тройкой кубков, которая тоже, кстати, является вашей картой по тройке кубков. Ощущение успеха, веры в успех, веры в удачу, того, что вы делитесь здесь с близкими, с друзьями, с коллегами, не знаю, какими-то своими успешными результатами и ожидаете от них поддержки и возможности также за вас порадоваться. Вот она, тройка кубков. Дальше идет отшельник, карта уединения и желание побыть немножечко один на один с собой, чтобы опять-таки разобраться в своих желаниях, в своей жизни, может быть, найти свет с этим фонарем в каком-то мраке, в котором вы находитесь. И во вторник вот есть особенно в этом необходимость. Возможно, вы здесь берете какой-то выходной день, какой-то тайм-аут, или просто отгораживаетесь немного от окружающих, потому что устали от общества, от общения, хочется вам немножечко отдохнуть, да, как будто бы хотите немножечко уйти в такое уединение. Поэтому отшельник. Может быть, вам нужно принять мудрое решение, поэтому вам нужно успокоение, затишье какое-то. Карта отшельника. Для кого-то из вас общение с человеком знака Дева может быть актуальным. Обратите, раки, на это внимание. Итак, отшельник на вторник у раков. Почему? Карта влюбленная. Для принятия решения какого-то, возможно, касаемо отношений, вы можете взять тайм-аут. И также здесь влюбленный — это выбор сердцем, выбор интуитивно. Вы прислушиваетесь к себе, прислушиваетесь не только к интуиции, а еще к своим знаниям, к своему опыту, особенно в общении с этим человеком, если вам надо разобраться, как дальше действовать и что дальше предпринимать в этом союзе. Может быть, вы чувствуете себя немножечко одиноким в отношениях, может быть, у вас есть какая-то дистанция в этот период, и вы находитесь в уединении, поэтому здесь такая карта, опять-таки влюбленная, карта близнецов, может быть, и общение с близнецами.
Верховная жрица, телец, общение с тельцом, какие-то важные вопросы, связанные с таким человеком такого знака, либо верховная жрица, тайны, секреты, что-то тайное, что делаете вы или узнаете о какой-то тайне здесь со стороны другого человека. Здесь все, что касается еще и мудрости и спокойствия, которое вы проявляете, узнавая определенную информацию или по верховной жрице. Возможно, здесь идет, и знаете, как какое-то желание сохранять гармонию, чтобы не происходило, быть спокойными, уравновешенными, терпеливыми, действовать исходя из знаний, не только интуиции, но еще и своих знаний, принимать решения, исходя из этих знаний. Поэтому такая карта. Но давайте посмотрим, что же здесь еще, собственно, у вас выпадает на среду, раки. Тоже верховная жрица. То есть все равно акцент на верховную жрицу, на знание свыше, на какую-то связь с космосом, интуицию, которая подкрепляется вашими знаниями. То есть вы как будто бы их согласуете с тем, как вы чувствуете. Карта верховная жрица. Тайны, секреты, что-то тайное, как будто бы приходит к вам, вы узнаете это, и глаза у нее закрыты. Опять-таки интуиция, взгляд внутрь себя. Карта башня. Внезапные события. Что-то меняется кардинально, что-то сокрушительно, может быть связанное с конфликтами или с какими-то событиями для вас, как молния, резкими, быстрыми, спонтанными, да, поэтому башня. Давайте посмотрим, что же здесь есть по карте башня. Карта двойка жезлов, глобус. Кто-то приехать может, что-то поменять в вашей жизни, или по двойке жезлов. Здесь вы опять-таки узнаете нечто, что вас шокирует, узнаете что-то по двойке жезлов, проявляя интерес, любопытство, что вызывает у вас вот этот как всплеск эмоций в итоге по карте башня. И дальше идет принцесса жезлов, огненная стихия, лев, овен или стрелец могут иметь место быть. Очень много по пажу жезлов, какого-то энтузиазма, с двойкой кубков любви, взаимной симпатии, дружбы или любовных отношений, возможности сходить на свидание, очень много пылкости, страстности, эмоциональности, которую вы здесь проявляете, возможно, в общении с таким человеком, с которым вы здесь общаетесь. Для кого-то это, кстати, не обязательно любовные отношения, это может быть общение с вашим ребенком, попытка с ним о чем-то договориться здесь. Двойка кубков, да? Рука об руку, договориться о чем-то, почувствовать, понять человека. И с принцессой жезлов, паж жезлов — это кто-то младше вас. Дальше идет карта повешенной, карта тупика, паузы и остановки, возможности посмотреть на вещи под другим углом, в другом ракурсе раки, то, что вы здесь делаете в субботу, и с пятеркой кубков, потому что возникает какой-то конфликт, какая-то недомолвка, это вас расстраивать может, и это какая-то проблема, которая возникает и заставляет вас пересмотреть свои взгляды и отношения или остановиться, просто дать себе время для дальнейших действий. Карта короля кубков, карта водной стихии. Здесь она говорит о чувствах, эмоциях, которые вы проживаете. В целом ваша карта водной стихии, водного знака, которая показывает, что вы здесь, возможно, вместе с колесницей, готовы куда-то, чувствуя эмоции, какое-то здесь желание, да, эмоции, желание двигаться дальше, куда-то ехать, может быть, отправляетесь в поездку или предпринимаете какие-то действия, связанные с достижением вашей цели по колеснице, да, когда вы двигаетесь к победе, к успеху, делаете рывок вперед в отношениях ваших, в паре вашей, в любви, потому что вот вы понимаете, что ваше время настало действовать, ждать нельзя, нужно ехать или нужно делать первые шаги, нужно предпринимать определенные действия. Кстати, вы можете куда-то ехать в этот день, кому-то на праздник, поднимать кубки, говорить тосты, да, говорить какие-то приятные вещи, ходить на свидание тоже как вариант. Итак, дорогие мои, на этом сегодняшний таро-прогноз для вашего знака, для раков мы завершаем. Я всем желаю всего самого наилучшего. Берегите себя и до скорого.